Обезьяна со смартфоном. Вообще, я имею в виду под обезьяной человека, пользующегося смартфоном. Я называю его обезьяной, потому что человек не претерпел никаких принципиальных изменений в своем поведении. И никакие технологии ему в этом не помогут, потому как они всего лишь эксплуатируют его физиологию. Тех, кто могут создавать технологии, единицы. Это люди, которые создают высокие технологии в виде компьютеров и программного обеспечения. Но потребитель, пользующийся этими технологиями, все такой же примат. Он лишь может тыкать пальцем в свой телефон, и ему нет никакого дела до миллионов строк программного кода, написанными несколькими людьми, чтобы он мог бы просто тыкать пальцем в свой смартфон. Просто пользователь воспринимает это свое пользование смартфоном как нечто обыденное. Хотя создание всех этих технологий — это далеко не обыденность. Он все так же погружен в свою систему верований, думая, что гроза — это проделки злых духов. Отсюда можно заключить, что абсолютно неважно, в какой среде находится примат, потому как он всегда составляет усредненное большинство этой среды. Интернет — это слишком сверхъестественно. Интернет для примата — это всего лишь возможность прикоснуться к чему-то сверхъестественному, кликая мышкой либо же тыкая пальцем. Конечно же, подобные манипуляции для примата не являются такими практически обоснованными, как были обоснованы манипуляции палкой-копалкой. Но примат помещен в теплую бетонную конуру, за едой он ходит в супермаркет, а его самки обитают на порнхабе. Причем их разнообразие столь велико, что он не увидел бы только за несколько циклов своей племенной жизни в дикой среде. Примат лишь избавлен от лишних действий, от которых раньше зависело его выживание. Сейчас же, благодаря его изоляции в комфортных для него условиях, для него пропал всякий стимул идти и взаимодействовать, к примеру, с самками настоящими. Ведь они такие красивые и привлекательные, как на порнхабе. И выбирать критерии ее внешности по нажатию клавиши возможности нет. Настоящие самки не такие стерильные, поэтому еще и могут наградить каким-нибудь венерическим заболеванием. То есть интернет для примата — это такой же способ безопасного взаимодействия с другими, но при котором не образуются новые нейронные связи между клетками головного мозга. Поэтому удовлетворение потребностей в интернете не ведет к развитию примата, а лишь задействует его физиологию в холостую, только давая иллюзию удовлетворения потребностей. Следовательно, примат утрачивает даже простые практические навыки, так как интернет все делает вместо него. Рекламодатели при помощи интернет-алгоритмов, которые предоставляют им владельцы высокопосещаемых интернет-ресурсов, могут подсовывать бедному примату свои товары, даже незаметно для самого примата, укрывшегося в своей бетонной конуре у монитора своего компьютера. Причем, введя в поисковик запрос о каком-либо товаре, умные алгоритмы, написанные умными людьми, будут сопровождать его в последующем при посещении им других сайтов, до тех пор, пока он этот товар не купит, либо же пока не закончится его жизненный цикл. Ведь его, как потребителя, уже не будет существовать. Так что примат интернетный обречен быть потребителем, потому что интернет-алгоритмы не подразумевают никакого другого смысла для нахождения примата в интернет-пространстве. Они заточены под то, чтобы предлагать этой лысой обезьяне нечто, что она могла бы просто купить на свои кровные и пользоваться этим, не задаваясь никакими лишними вопросами о смысле своего существования.
ведь это требует включения того желеобразного вещества, находящегося в его черепной коробке, которое он не привык задействовать для мышления, потому как это нечто принципиально отличное от поедания продуктов из супермаркета, спаривания с виртуальными самками и хождения в туалет. Стерильная реальность обезьяны со смартфоном. Стерильная реальность обезьяны со смартфоном все более стерильна, если технологии позволяют ей совершать все меньше действий. При этом обезьяна думает, что она идет в ногу со временем, ведь она купила в кредит смартфон со значком обгрызенного яблока, чтобы потом еще больше работать для выплаты процентов по кредиту. Обезьяна обречена быть лишь посредственным существом, даже несмотря на свою тягу к высокотехнологичным модным вещам. Обезьяна не претерпела никаких кардинальных изменений, связанных со своей природной агрессией по отношению к представителям и своего вида, и представителей других видов животного мира. То есть обезьяна не перестает быть обезьяной только потому, что держит смартфон в руке. Она продолжает молиться Богу, ставя свою веру превыше всякого знания, требующего объективных критериев и выявления закономерностей в тех или иных явлениях. Хотя вера такого человека слепа, он считает себя имеющим право навязывать свои воззрения, основанные на этой слепой вере. Хотя его представление о том же самом смартфоне ограничивается на умении тыкать в его экран, и не более того. Зато обезьяна верит в существование того, кто создал всех обезьян, включая его самого. Она способна только верить, ведь даже для того, чтобы разобраться в функциях своего смартфона, у нее не хватает способностей. Она верит и почему-то считает, что у нее есть некое право судить о том, откуда что произошло. Видимо, ее верховному существу, которому она поклоняется до определенного момента, было нечего делать, и оно решило создать обезьян. Затем некоторые особо одаренные из этих обезьян изобрели компьютеры, включая смартфоны, и написали для этих устройств программное обеспечение. Хотя назвать таких одаренных людей, создающих новые технологии, обезьянами, язык не поворачивается, ведь способность создавать подобное и делает из обезьяны человека. Но есть большинство неизменяемые, несмотря на то, что им дают в руки вещь, которая является продуктом труда большого количества инженеров. Обезьяна всего лишь примитивный пользователь этой вещи, который верит, что в мире есть создатель, который создал все только потому, что ему до определенного момента нечего было делать.